Ну здорово. Приблизительно около недели тому назад я выложил на свой канал кавер на новый трек Марчина. И, к моему великому сожалению, актив и количество просмотров на этом кавере оставляет желать лучшего, несмотря на огромную проделанную работу. Однако в день выхода ролика в своем телеграм-канале я пообещал выложить разбор на этот кавер. А за базар надо отвечать, ага. Да, и к тому же данный разбор — это неплохой способ попытаться вновь оживить просмотры на самом кавере, поэтому подсказка на ролик будет где-то вот здесь. И да, я все прекрасно понимаю, сейчас последний месяц лета, всем хочется отдыхать, развлекаться, выпивать, кошмарить девок, да, ютуба особо никому дела нет, на гитару тем более уже давно всем похуй. Но тем не менее, если ты не видел этот кавер, идешь его смотреть, затем возвращаешься сюда его учить, после можешь вступить в мою телегу, поделиться своим прогрессом, возможно, я тебе смогу что-нибудь подсказать, либо подскажут другие участники группы. Приступаем. Вообще плюсом данной композиции является ее универсальность, потому что она одинаково подходит как и любителям фингерстайла, так и для электрогитаристов. Начнем мы, конечно же, с партии фингерстайла. Для удобства в табулатурах я обозначил, где какая перкуссия за что отвечает. Где кик, где снейр, где скретчпад. У меня скретчпад отсутствует, если у вас его тоже нет, ничего страшного, если вы имеете большие, длинные, крепкие ногти, то звук будет все равно очень даже сочный. Но так уж вышло, что длинных ногтей у меня тоже нет, я их грызу под корень с 7 лет, поэтому в моем случае скретчпад будет звучать максимально дерьмово, но, по правде говоря, мне на это как-то вообще похую. Теперь, прежде чем учить первую партию, немножко перестраиваем гитару. Первую, вторую, третью и шестую струну опускаем ровно на 2 лада вниз, пятую и четвертую оставляем без изменений. Получается следующий строй. Для тех, кто увлекается фингерстайлом хотя бы чуть более пары месяцев, уже прекрасно поняли, что играется на этом строе, а именно трек, который, наверное, уже заебал даже твоего деда, но при этом все еще звучит максимально круто. Окей, первый фрагмент. Здесь будет очень много тэппинга, поэтому, надеюсь, у вас хорошо развита сила в левой руке. Играем по 6 и 5 струне быстрый пассаж на 5 и 7 ладу, указательным и безымянным пальцем. Далее бьем мизинцем по 8 ладу 5 струны и возвращаемся назад. То есть 5 струна, 7 5 лад, 6 струна, 7 5 лад. Затем средним пальцем бьем по 3 ладу 6 струны. Делаем пул до 2 лада и еще один пул до открытого. Все вместе. Далее выбиваем тэппинговый флажолет на 1, 2, 3 струне на 12 ладу. И делаем скретч вниз-вверх. Все вместе. Далее, левая рука все так же играет тэппингом. То есть мы не делаем пул-оффы, а именно бьем пальцами по струне. Начинаем. Указательным пальцем бьем по 7 ладу и одновременно с этим играем бочку. Далее средним бьем по 8, снова указательным по 7 и делаем слайд до 4 лада. Именно слайд, то есть по 4 ладу мы уже не бьем, а играем вот таким образом. Далее средним пальцем бьем по 5 ладу, одновременно с этим выбиваем снейр. Затем бьем мизинцем по 7 ладу, делаем слайд до 12, одновременно с бочкой вот в этом месте. Далее бьем безымянным пальцем по 11 ладу, затем снова мизинцем по 12, далее указательным по 8, затем снова мизинцем по 12 и одновременно с этим играем еще одну бочку. После снова бьем указательным по 7 ладу. Снова возвращаемся на 12 лад мизинцем и одновременно с этим бьем снейр. Далее указательным пальцем бьем по 5 ладу. Снова мизинцем по 12 и завершаем указательным пальцем на 6 ладу первой струны. Все вместе.
Далее, указательным пальцем бьем по 7-му ладу первой струны, одновременно с бочкой. Делаем скретч одним ударом вниз. Далее, средним пальцем бьем по второй струне 8-го лада, после чего бьем безымянным пальцем по 9-му ладу третьей струны, одновременно со снейром. Сам Марсен в оригинале выбивает в этом моменте снейр вот в этом месте, но мне кажется, это непрактично, слишком далеко нужно тянуться, поэтому более целесообразно уебать вот сюда. Затем играем тэппинг на 5-й струне указательным пальцем по 7-му ладу. Затем средним пальцем по 8-му ладу, одновременно с бочкой. И завершаем тэппингом правой руки по 10-му ладу 5-й струны. Затем играем средним пальцем по 8-му ладу 3-й струны. Далее указательным пальцем по 7-му ладу 2-й струны. Затем мизинцем по 10-му ладу 2-й струны, одновременно с еще одной бочкой. После играем средним пальцем по 8-му ладу 1-й струны. Затем делаем щелчок большим пальцем по басовым струнам. И одновременно с этим филигранно ударяем по 1-й струне по 7-му ладу. Далее делаем хаммер средним пальцем на 8-й лад. И делаем пул снова до 7-го лада. После бьем мизинцем по 10-му ладу 2-й струны, делаем пул до 8-го лада. Далее дергаем 2-ю струну на 7-м ладу, одновременно с этим бьем бочку. Делаем хаммер на 8-й лад, снова сдергиваем пул до 7-го. Затем, ёб твою мать, забыл. Затем бьем безымянным пальцем по 9-му ладу 3-й струны. После бьем указательным по 7-му ладу 2-й струны. Далее бьем средним пальцем по 8-му ладу 3-й струны, одновременно со снейром в этом месте. Делаем слайд до 5-го лада и пул до 4-го. Во время пула бьем бочку. Далее бьем мизинцем по 7-му ладу 1-й струны. После играем тэппинг правой рукой указательным пальцем по 11-му ладу 4-й струны. Не убирая указательный палец, дергаем открытую 1-ю струну и одновременно с ней бьем бочку левой рукой по обечайке гитары. Затем бьете указательным пальцем по 2-му ладу 1-й струны, одновременно со снейром. И завершаете ударом среднего пальца по 3-му ладу 1-й струны. Весь риф с самого начала в медленном темпе. Далее после этого рифа вступает электрогитара, но я предлагаю полностью разобраться со всеми фингерстайльными партиями, поэтому сразу приступаем ко второй. Итак, зажимаем безымянным пальцем 1-ю струну на 15-м ладу, средним пальцем 4-ю струну также на 15-м ладу, таким образом, чтобы 3-я и 2-я струна были заглушены. Бьем по всем струнам вместе с бочкой. Далее смещаем наши оба пальца до 14-го лада, играем вниз. Делаем слайд до 12-го лада. Затем бьем тэппингом безымянный палец по 12-му ладу 2-й струны и средний палец по 12-му ладу 5-й струны. Одновременно со снейром. Далее бьем по 10-му ладу вместе с бочкой. Далее играем тэппинг правой рукой по 8-му ладу 5-й струны, убираем ее нахуй, играем указательным пальцем по 4-му ладу 3-й струны, затем мизинцем по 7-му ладу 5-й струны, делаем слайд до 8-го лада и завершаем ударом указательного пальца по 5-му ладу 5-й струны. Далее играем 2-ю струну на 7-м ладу, одновременно с открытой струной и бочкой. Делаем хаммер средним пальцем на 8-й лад 2-й струны и делаем пул снова до 7-го лада. Затем бьем мизинцем по 9-му ладу 3-й струны. Далее делаем пул до 8-го лада 3-й струны.
Делаем слайд до 5-го лада. И одновременно с этим играем снейр. Делаем пул до 4-го лада. Далее бьем мизинцем по 6-му ладу 4-й струны одновременно с бочкой. Затем бьем указательным пальцем по 4-му ладу 3-й струны. Далее играем тэппинг правой рукой по 4-й струне 11-го лада. Не убирая палец, дергаем безымянным пальцем открытую 1-ю струну. Затем указательным пальцем играем 2-й лад на 1-й струне. И средним пальцем 3-й лад на... нихуя, тоже на 1-й. Далее бьем флажолет на 12-м ладу, на первых 3 струнах. Затем мизинцем зажимаем 14-й лад на 1-й струне и средним пальцем 12-й лад на 2-й. Играем 2 струны одновременно. Все вместе. Далее, начало точно такое же, как и в предыдущем фрагменте. После делаем скретч вниз-вверх. Затем 3 раза бьем слайд по 6-й струне. После делаем снейр по струнам. И затем ставим следующий аккорд. Таким образом, чтобы у нас звучала 5-я струна на 4-м ладу, 3-я струна на 4-м ладу и 1-я на 2-м. Затем бьете мизинцем по 5-му ладу 1-й струны, делаете пул до 3-го, одновременно с этим бьете бочку вот в этом месте. Делаете еще один пул до 2-го лада, одновременно с этим бьете снейр. И доигрываете 2-ю открытую струну. Все вместе. Далее зажимаете мизинцем 6-ю струну на 8-м ладу и указательным пальцем 3-ю струну на 5-м. Играете одновременно вместе с бочкой. Делаете скретч вниз-вверх. Бьете тэппинговый флажолет. Далее, здесь мне даже, если честно, лень проговаривать, какие лады на каких струнах, в табулатурах указано. И вот здесь довольно сложный момент. Зажимаете указательным пальцем 5-ю струну на 1-м ладу и играете ее одновременно с открытой струной и бочкой. Затем делаете хаммер на 2-й струне до 1-го лада, делаете пул снова до открытого, бьете безымянным пальцем по 2-му ладу 3-й струны, играете безымянным пальцем правой руки открытую 1-ю, затем бьете указательным пальцем правой руки по 11-му ладу 4-й струны одновременно со снейром вот в этом месте. Затем безымянным пальцем играете 1-ю открытую струну. Далее бьете указательным пальцем по 5-му ладу 1-й струны одновременно с бочкой. Затем бьете мизинцем по 8-му ладу 1-й струны. Делаете пул до 7-го лада и еще один пул до 5-го. Затем бьете мизинцем по 8-му ладу 2-й струны. Снова играете одновременно с этим бочку. Делаете пул до 5-го лада. И затем делаете двуручный тэппинг безымянным пальцем по 7-му ладу 2-й струны и указательным пальцем правой руки по 7-му ладу 5-й одновременно. И делаете слайд правой рукой вот где-то до розетки и резко сдергиваете палец. Все вместе. Далее, снова играете так же, как и в предыдущих 2 фрагментах. Заканчиваем на слайде мизинцем на 8-м ладу и играем такой быстрый пассажик 2 раза. Далее вновь повторяется та же самая партия, которую играл в самом начале этого фрагмента. С той лишь разницей, что теперь мы бьем не тэппинговый флажолет, а выбиваем слэпом. Ну, кому как удобнее, кто-то может выебать большим пальцем, лично мне более комфортно в данном моменте выбивать средним пальцем. И опускаем строй 6-й струны. Последний фрагмент заново.
На этом с партией фингерстайла мы закончили. Да, очень много тэппинга, придется левую руку задрачивать до посинения, прежде чем это сыграть, но оно того стоит. Переходим к электро. Окей, первый фрагмент. Делаем слайд указательным пальцем на второй струне на 8-й лад. Затем играем 6-ю струну. Делаем хаммер на 8-й лад безымянным пальцем. Затем делаем пул обратно на 6-й. И играем 5-й лад на второй струне. Далее левой рукой глушим все 6 струн и играем переменным штрихом 4 раза. И еще один 5-й удар вверх. Затем снова указательным пальцем делаем слайд, но уже на первую струну на 5-й лад. Далее играем 6-й лад на второй струне медиатором. Затем средним пальцем правой руки дергаем 5-й лад на первой струне. Снова 6-й лад на второй струне. И 5-й лад на второй струне. Затем делаем слайд средним пальцем на 18-й лад первой струны. Далее 17-й лад. И 19-й лад на третьей струне. Далее играем 3 раза 6-ю струну на 17-м ладу. Марчин это делает переменным штрихом. Мне больше нравится звучание даунстрока. Далее 12-й лад. Затем ставим безымянный палец на 14-й лад третьей струны и мизинец на 15-й лад второй струны. Указательным и средним пальцем глушим все остальные струны. Играем по всем 6 струнам. 2 раза. Затем еще 2 раза по всем заглушенным струнам. Затем играем следующую секстольную вертушку. Все вместе в среднем темпе. Далее учим, на мой взгляд, самую кочевую часть всего трека. Играем 2 раза открытую 6-ю струну переменным штрихом. Затем 7-й лад на 4-й струне и 9-й на 5-й. Далее 5-й лад на 4-й струне, 6-й на 5-й и 5-й на 5-й. Затем играем безымянным пальцем на 7-м ладу на 4-й струне. Далее мизинцем на 7-м ладу на 3-й струне. Затем указательным пальцем 6-й лад на 5-й струне. Далее перепрыгиваем через струну, играем 8-й лад на 3-й струне. И затем 7-й лад на 2-й. Затем снова перепрыгиваем через струну, играем мизинцем 8-й лад на 4-й струне. Затем еще один скачок через струну, играем 5-й лад на 6-й струне. Затем 5-й лад на 5-й. И 7-й на 4-й. Все вместе. Далее играем соло. Делаем слайд безымянным пальцем на 3-й струне на 14-й лад. Далее играем 11-й лад на 2-й струне. При этом безымянный палец оставляем на месте. Аккорд должен получиться грязным. И доигрываем 2 раза мизинцем 15 лад на 2-й струне. Далее делаем слайд указательным пальцем на 11 лад 2-й струны. Затем средним пальцем 12 лад на 3-й. Указательный также оставляем на месте. И доигрываем мизинцем 14 лад на 3-й струне. Делаем вибрато. Далее переменным штрихом играем 4 раза натуральный флажолет на 5-м ладу на 5-й струне. И затем идет довольно сложная часть, поскольку придется очень много перепрыгивать через несколько струн. Играем 1-я струна 5-й, 6-й, 5-й лад. Далее 2-я струна 8-й и 7-й. Затем 10-й лад на 1-й струне. Затем 8-й и 7-й лад на 3-й. Далее снова 10-й лад на 1-й струне. 8-й, 7-й лад на 4-й. Далее снова 10-й лад на 1-й струне. И 10-й и 9-й на 5-й.
И завершаем на 6-й струне 13 и 12 ладом. Все вместе. Далее снова играем тот же самый риф, который учили до этого, но только уже один раз. Все вместе в среднем темпе. И на этом на сегодня все. Да, есть еще партия интро, ее я залил в свою телегу, поэтому вступай в нее по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. Я искренне надеюсь на то, что заслужил от тебя лайк или подписку, или еще лучше комментарий, а еще лучше все вместе. Поэтому с тебя какой-либо актив, с меня еще больше крутых треков и разборов на них. Поэтому я с тобой прощаюсь, но ненадолго.